Всем привет! С вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. В этом выпуске я покажу вам, как можно смастерить интересные игрушки на елку в виде винтажных барабанчиков. В качестве основы таких работ я использовала бумажные бобины от скотча, а также понадобятся простые доступные материалы, список которых вы найдете в описании под видео. Желаю всем вам успехов в творчестве и волшебного вдохновения. В работе использую бумажную бобину, отрезаю кусочек высотой 3 см. Диаметр бобины в данном случае 6 см. Для лицевых частей применяйте плотный ровный картон без гофры, например, пивной или переплетный. Я свой картон где-то затеряла, и поэтому мне пришлось вырезать детали из упаковочного картона и тонкого гофрокартона. Верхний слой, там где будет приклеена картинка, обязательно должен быть ровным. Ссылку на распечатку вы найдете в описании под видео. Из гофрокартона вырезаю полоски шириной 2 см. Внутри с каждой стороны отмечаю по полсантиметра. Кусочки картона вклеиваю ровно посередине, не выходя за намеченные ранее линии. По окружности на одинаковом расстоянии ставлю 5 точек. Для этого можно просто нарисовать звездочку. С противоположной стороны точки необходимо сместить так, чтобы получился треугольник. Окрашивать бортики совсем не обязательно. Вместо этого можно приклеить красивый декоративный картон, тем самым облегчить себе работу. Синий цвет показался мне слишком темным, и я заменила его голубым. Второй барабанчик делаю белый с красным.
На стыке между цветами наношу объемный контур. Использую самые простые контуры для детского творчества, приобретенные в магазине канцтоваров. Объемные контуры можно заменить акриловыми красками цвета античная бронза и светлое золото, используя тонкую кисть. На торцы с обеих сторон приклеиваю узкое кружево. Если кружева у вас нет в наличии, то можно использовать даже туалетную бумагу. Для большей прочности пропитываю свернутые полоски туалетной бумаги клеем ПВА, разбавленным наполовину водой.
Покрываю основу акриловым лаком. Аккуратно окрашиваю кружево бронзовой винтажной акриловой краской. Если у вас нет такого цвета, то в бронзовую или золотую акриловую краску можно добавить немного черного цвета. Края следующей игрушки окрашиваю золотой акриловой краской с добавлением в нее немного черного цвета. Для эффекта состаривания черную или коричневую акриловую краску необходимо разбавить водой до жидкого состояния и нанести на основу. Затем, не дожидаясь высыхания, удалить с основы при помощи сухой ткани или салфетки. По краям наношу светло-золотой воск. Также подойдет светло-золотая акриловая краска. Для изготовления барабанных палочек использую ушные палочки на деревянной основе, концы которых с одной стороны срезаю. Окрашиваю их коричневой краской, а после высыхания наношу светло-золотой воск. Вместо воска подойдет светло-золотая акриловая краска. Все детали покрываю акриловым лаком. Для того, чтобы прошить барабан нитью, на вершине каждого треугольника делаю отверстие. Но в барабанах с полосатым рисунком прошивка будет немного сложнее. Для этого пользуюсь методом звездочки. С одной стороны на одинаковом расстоянии ставлю 5 точек и делаю отверстие, а затем уже по ходу работы с другой стороны делаю отверстие со смещением.
так, чтобы в итоге прошивка получилась в виде зигзага. Для прошивки использую нить с люрексом, также подойдет декоративный золотой тонкий шнур. Начинать прошивку необходимо с верхней части изображения, так чтобы рисунок располагался ровно. Игрушки готовы, можно украшать елочку. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Всем моим подписчикам, как всегда, огромный-преогромный привет. Спасибо каждому из вас за то, что вы у меня есть.
Спасибо, что вы остаетесь со мной. Спасибо за все ваши комментарии, за отзывы, за добрые слова и теплые пожелания. Весь ваш позитив абсолютно искренне взаимен. Хотя я повторяюсь, но я действительно очень рада, что работы у вас получается и вы об этом пишете. Меня это всегда еще больше вдохновляет. Ну и по традиции гостей канала, если вам нравится мое творчество, призываю подписаться и нажать на колокольчик, чтобы всегда вовремя и первыми получать уведомления о новых видео. Всем моим зрителям желаю волшебного вдохновения, пусть в творчестве все всегда у вас получается. Поздравляю всех вас с наступающими праздниками, пусть сбываются все ваши добрые мечты и желания. Желаю всем вам благополучия в новом году, пусть все невзгоды остаются позади. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким. Всем людям на нашей чудесной планете искренне желаю мира. До новых встреч!